Добро пожаловать на мой канал, дорогие пассажиры. За рулем металл на колесах, и я спешу рассказать вам про очень интересный и уникальный автомобиль от японского автогиганта Toyota. Все пристегнулись? Газ в пол, поехали! Понимание инженеров Toyota – будущее автомобилестроения за водородным топливом. Водород – это доступный, эффективный и экологически чистый источник энергии, который обеспечивает мобильность с минимальными выбросами углерода в машинах, поездах, кораблях и прочих транспортных средствах. Также водород является возобновляемым энергоносителем, и его легко транспортировать. Первые работы Toyota по разработке электромобилей на водородных топливных элементах стартовали еще в 1992 году, и только в 2014 компания успешно анонсировала выход на рынок роскошного седана Mirai. Революционное достижение было достигнуто за счет многолетнего опыта сотрудников японской компании в отрасли гибридных технологий, востребованного направления для широкого спектра электрифицированных машин. В настоящее время компания усердно трудится над выпуском следующего поколения Toyota Mirai 22 модельного года. Новинки используется улучшенная версия концепта FCEV, которая выводит водородное авто на новый уровень и предоставляет увеличенный запас хода, динамичность и эмоциональную привлекательность с точки зрения стиля и ходовых качеств. Переработанная система топливных элементов, интеллектуальное бортовое оснащение и аэродинамическая эффективность увеличивают автономность до 650 км без вреда для окружающей среды. При разработке новой версии Toyota Mirai дизайнеры придерживались идеи внести всесторонние улучшения для повышения привлекательности автомобиля для потребителей и сделать машину более управляемой. По сравнению с предшественником, габариты модели были слегка увеличены. Длина 4975 мм, ширина 1885 мм, а колесная база стала 2920 мм. Увеличенные до 20 дюймов колесные диски придают экстерьеру авто особый шарм и изящность. Также они создают ощущение низкого центра тяжести. Долгое время японский автопроизводитель не особо раскрывал технические характеристики грядущей новинки. При этом инсайдеры и официальные источники сообщили, что в новой Toyota Mirai будет использована слегка переработанная компоновка силового агрегата и топливных элементов. Двигатель располагается в задней части автомобиля, а батареи размещаются не там, где они находились в предыдущем поколении. Они были посередине авто между пассажирским и водительским креслом. Это оправданная мера, которая позволила производителям увеличить запас хода модели и внести улучшение в управляемость. Это объясняет логическую концепцию для серийного авто. Аккумулятор с топливными элементами спереди приводит к тому, что машину начинает водить на дороге. Поэтому инженеры решили установить его сзади. Новинка собрана на базе платформы GAL, в которой предусмотрено изменение расположения топливных элементов и трансмиссионных узлов для максимально эффективного использования пространства. В результате автомобиль получил более просторную кабину и улучшенную балансировку шасси. Особый акцент был сделан на дальность пробега. Увеличенная мощность, более вместительный резервуар для водородного топлива, улучшенная аэродинамика и топливная эффективность способствуют увеличению запаса хода до 650 км. В автомобиле установлено 3 топливных бака с водородом под высоким давлением, что позволило увеличить автономность на 30%. Баки обладают Т-образной компоновкой. Самая длинная секция расположена продольно и по центру, под напольным покрытием авто. Для двух меньших резервуаров построен отсек под задними сиденьями и багажником. Суммарная вместительность этих баков составляет 5 кг 600 г водородного топлива. Продуманная конфигурация и переработанное расположение элементов топливной системы позволило получить более низкий центр тяжести и сохранить запас грузового пространства. Также новая платформа позволяет перемещать инновационные топливные элементы с текущего расположения в передний отсек, а высоковольтную батарею и электрический двигатель устанавливать под задним мостом. По заявлениям от производителя, компоновка трансмиссии оптимизирована таким образом, чтобы обеспечить распределение веса 50 на 50 между передней и задними частями транспортного средства. Резервуары для водорода обладают более прочной многослойной конструкцией и характеризуются уменьшенным весом. Новый аккумулятор силовой преобразователь Toyota был адаптирован под платформу GAL. Конструкторы совместили все элементы топливной системы в одном месте.
в том числе водяные насосы, промежуточный охладитель, кондиционер, насос для рециркуляции водорода и прочие узлы, уменьшив их вес и габариты, но улучшив производительность. Корпус батареи был уменьшен за счет использования технологии сварки трением. Это сузило зазор между корпусом и топливным элементом. В батарее топливных элементов применяется твердый полимер, при этом он меньше и содержит 330 ячеек. Несмотря на это, автомобиль демонстрирует новый рекорд максимальной мощности – 128 кВт. Эксплуатационные характеристики двигателя серьезно улучшились. Теперь он сохраняет заявленные свойства даже при температуре от минус 30 градусов. Концентрация систем соединений под корпусом сократила количество компонентов, поэтому тоже положительно повлияла на вес и запасы их свободного пространства. Также в автомобиле установлен преобразователь постоянного тока FEC и модульные высоковольтные детали. Инновационные технологические решения сэкономили много места. Toyota впервые отказалась от проводниковых материалов в пользу полупроводниковых элементов из карбида кремния в транзисторах. Идентичный подход к уменьшению размеров веса был применен и к прочим элементам топливной системы. Воздухозаборник адаптирован под низкие потери давления и оснащен звукопоглощающей мембраной, что минимизирует шум в салоне. Выхлоп выполнен из смоляной трубы и спроектирован таким образом, чтобы пропускать как можно больше воздуха и воды. Также низкий уровень шума в салоне обусловлен более мощным глушителем. В новой Toyota Mirai применяется литий-ионная высоковольтная батарея. И хоть она меньше по размеру, ее энергоемкость и производительность намного выше. Источник питания также выделяется улучшенными экологическими стандартами. В батарее установлено 84 элемента с номинальным напряжением 310 Вт и емкостью 4 Ах. Общий вес был уменьшен до 44 кг. Уменьшенные габариты аккумулятора позволили установить его задним рядом посадочных мест, чтобы не занимать место в грузовом отсеке. Также была спроектирована новая технология воздушного охлаждения с незаметными воздухозаборниками по обе стороны от второго ряда сидений. За счет смещения батареи из-под пола в передний отсек и размещения аккумулятора и двигателя в задней части, инженерам удалось достичь баланса веса 50 на 50 спереди и сзади, что улучшает динамические характеристики. В новой платформе используются многорычажные элементы подвески, а не стойки Макферсон, как в предыдущей версии. Подобная конфигурация способствует повышению устойчивости, управляемости и комфорта при езде. Подвеска состоит из более прочных стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместе с презентацией новой Mirai компания Toyota планирует уверенно закрепиться на рынке водородных автомобилей и увеличить показатели объема продаж в 100 раз. Этот рост будет поддерживаться улучшенными эксплуатационными характеристиками модели и сниженной на 20% ценой. К сожалению, водородные заправочные станции не так сильно распространены в мире, как хотелось бы. Но в противовес к полным электромобилям, автомобили с водородным топливом имеют значительное преимущество в плане скорости пополнения запаса хода. А что вы думаете по поводу водородных авто? Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваши мысли. А на сегодня все. За рулем был, как всегда, Металл на колесах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и чтоб не пропустить новое видео, жми на колокольчик. Ни гвоздя, ни жезла, до новых встреч!